Ну что вы там, попросыпались? Всем по привету, ребята. Многие уже получили письма счастья, так называемые в кавычках, да. Это касается того, что всех переведут, как вы знаете, тех людей, которые получают выплаты на карту. Теперь все будут получать свои выплаты, свои бенефиты в отделениях, почтовых отделениях. То есть в Ирландии это Анпост. Вот это такая вот, да, инструкция, обетка, можно сказать, почему, что и как. От Интрео также многие получили письма, да, где указано, что с какого числа они будут получать теперь свои выплаты в отделениях почтовых. Вся эта движуха началась еще в конце января 2024 года, и уже в феврале и в марте люди массово начали получать. Ирландия такая страна, что щелчком вот так вот, и даже если подписали там какой-то указ, договор там и так далее, то оно не сразу работает, потому что все-таки тут все slowly, все медленно, и кому-то пришло, грубо говоря, в конце января, кому-то в середине февраля, кому-то в начале марта. То есть кому как фартануло. Но факт остается фактом, что все будут теперь получать свои выплаты в отделениях Анпост. В этом видео я хочу вам показать не лайфхак, а просто информацию ту, что вы можете деньги прямо не получая в отделении, сразу ложить их, ну, в руки, имея в виду наличными, сразу ложить их на любую карту ирландского банка. Это очень удобная и полезная вещь. Дальше я подробно все расскажу, как вам нужно это сделать. По традиции попрошу каждого подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий, так как любые из ваших активностей обожают алгоритмы YouTube. И с помощью ваших активностей мой канал и мое видео продвигается, да, вверх, и YouTube видит, что я делаю что-то полезное и нужное людям. Спасибо каждому за любое из этих действий. А мы продолжаем. Так, у нас секундочка рекламы. Что может быть лучше прекрасного сервиса по переводу денег с одной карты на другую? То есть с карты Европейского банка на карту любого украинского банка. Если вам нужно отправить деньги быстро, надежно, по лучшему курсу, то есть в Украину, лучше этого сервиса нету. Молниеносные переводы, и главное, что с помощью моего промокода, либо моей ссылки, которая будет в описании к этому видео, либо вот здесь вверху вы можете перейти моментально зарегистрироваться, вам сервис выдаст от 1 до 5 переводов бесплатно. Количество бесплатных переводов система, да, сервис сам решает, кому сколько предоставить. Я с ним давно уже сотрудничаю, он реально работает. И я всем советую пользоваться теми проверенными сервисами, которые работают на благо всех людей. Советую переводить деньги с умом. После того, как люди стали получать вот эти вот письма, да, уже многие стали уже получать сейчас в отделениях Анпост. То есть у людей, конечно, многих, да, это разочаровало немножко, люди загрустили. От чего? Ну, потому что люди живут где-то на окраинах, жили где-то в полях и так далее. То есть машины и мало у кого есть, то есть и людям это лишний, как бы лишнее движение, да, лишний дискомфорт. Но вы должны знать, что эти правила не введены только специально для украинцев, это введены для всех, и для ирландцев в том числе. Выплаты на карту начали массово, да, переводить, когда началась пандемия ковида. То есть пандемии уже нету, и Ирландия возвращается до ковидных правил, да, то есть теперь Ирландия живет полностью по тем правилам, которые были до пандемии, так что нечему здесь удивляться. Я слышу, как люди там уже пишут, сколько выплаты могут лежать на почте, да, многие уже пропускают встречи вот эти, потому что теперь Интрео обязала, будут эти встречи, да, где нужно расписываться, еще чаще приходится приходить. То есть на карту было всем все удобно. Кто-то вообще там путешествовал, да, был в других странах, на карточку денежка ляпала, и все хорошо, все прекрасно. Но все хорошее когда-то заканчивается. К чему записываю это видео? К тому, что хочу людям, многие, может, не знают, об этом реально не все знают. Я сам только об этом узнал
узнал, то есть обратно же от знакомых, да, что когда вы получаете свои бенефиты, выплаты, когда вы, да, даете свою вот эту вот карточку свою, Public Service Card, то есть даете либо ARP карту, у кого как, да, вы даете эту карточку, вам выдают ваши выплаты, ваши бенефиты, ваш социал, кто как называет. Вы имеете право их не взять, да, либо часть взять, например, вы там получаете, не знаю, 200 евро, да, вы можете 100 взять наличными, а 100 сразу положить же на карту, там же, беспроцентно, без каких-либо процентов. То есть вы берете просто, говорите, дайте мне 100 евро, да, а 100 вы можете положить на эту карту. То есть, как будет проходить процедура? Обратно же, банк должен быть ирландским. То есть, я знаю, что АИМ банк, вот этот банк, он работает. Банк of Ireland тоже работает. А остальные, например, Revolut, я с людьми не общался насчет Revolut и остальных банков. И главное, что не забывайте, что сам Анпост тоже является как банком. То есть вы можете открыть карту в самом Анпосте, и это вообще улучшит еще все ваши, как говорится, манипуляции, потому что этот банк, эта карта вообще отдельная. У меня знакомого именно карта, кстати, Анпост. Там и приложение отличное. У меня лично нету карты этого банка, этого почтовой службы, да, но она здесь национальная, так что я думаю, всем тем, у кого еще нет этой карты, лучше даже открыть карту Анпост, и вам реально будет удобно, деньги будут зачисляться моментально. Многие скажут, ну ты такой умный, ну а что говорить им? Что, как делать? Ну вот, вы дали карточку, да, она проводит уже, начинает вбивать. И вы просто берете свою карту любого банка ирландского и просто показываете ее, да, и говорите, sorry, can you put this money on this card? Все. То есть вы это можете написать у себя там Google Translate, да, и просто прочитать. Можете сами сказать, если вы можете. И все, поверьте. Она спросит, all, все или нет. То есть вы уже говорите там 150 или сколько вам нужно положить, либо все. В чем преимущество? В том, что вам не нужно ходить еще искать отделение банка, потому что там, где находится, да, почтовое отделение, не всегда рядом есть отделение банка. Это лишнее хождение по мукам. У многих, да, привязаны там билы, то есть оплата автоматически была с карты. То есть там за свет, возможно, у кого-то за интернет и так далее. И понятно, что людям теперь стало неудобно даже с этой точки зрения. Вот я вам даже скачал, да, это стандартное отделение почты, пожалуйста. И еще кое-что, когда вы скажете положить эти деньги на карту, она заберет у вас вашу карту ирландскую, она у себя там всунет, да, в свой терминал, и после вы вот этом вон терминальчике, видите, вот они, да, все такие вот, я кружочком вам обвожу мышкой, вам придется там ввести свой пин-код. Вы вводите свой пин-код, то есть вы подтверждаете, что вы согласны на зачисление денег. Также она проверит на карте, да, что имя и фамилия соответствуют тому, кто получает сейчас эти выплаты, чтобы не было никакого мошенничества. Так что положить деньги за чужого человека, либо взять чужую карту и свои деньги положить на другую карту, вряд ли у вас получится. Я бы не советовал делать такие манипуляции. И все. Дальше. И многих вопрос будет зачисление, какое время, да, ну, по времени это все займет. Потому что если вы ложите сразу, например, когда я ложу деньги просто в АИМП, да, иду в отделение банка и ложу, мне нужно положить какую-то сумму, да, там 100 евро. То есть я иду, там терминалы самообслуживания, нажимаешь логмент, да, всовываешь туда денежку, и буквально только ты вышел с отделения банка, я уже проверяю, все, деньги на месте, на базе, на счету, на карте. Здесь немножко другая схема. Здесь вам зачислятся деньги в течение часа. Бывает даже немножко позже. То есть, если вы положили деньги, они вряд ли придут молниеносно. Вот это, конечно, единственный минус. И почему я и говорю, да, что лучше ложить, например, если вы приехали реально там на автобусе, да, либо там вам нужно что-то еще купить, то лучше ложите, например, там, если вы знаете, что вам нужно покупку сделать на 50 евро, то положите там, не знаю, 150 евро, 50 себе оставьте. То есть имейте в виду, что деньги зачисляются с помощью такого способа не моментально. То есть нужно подождать. Кто мне говорил, что за полчаса, у кого-то за 15 минут, а у кого-то час и даже час 10. То есть прям знаете, что ориентировочное время это около часа, и ваши денежки зачислятся вам на карту. Если вам не срочно, то вы положили там, погуляли, и они пришли. Если вам нужны срочно, то лучше часть положить, а часть оставить кэшем.
Я думаю, что эта информация будет полезна тем людям, да, особенно люди многие, ну, реально не знают, что им делать, как себя вести, да, потому что карта есть карта. Карта более удобнее, да, это и безопасность, потому что кэш можно потерять, могут вытянуть, и, ну, и неудобно с этими бумажками ходить. Лично мне. Я все оплачу картой, у меня, ну, как бы телефон, да, то есть Apple Pay, пожалуйста, везде пик-пик, все, я даже карту с собой не ношу, потому что, как говорится, виртуальная карта есть в телефоне. Это очень удобно, это как по мне. То есть главные тезисы я вам сказал, что при получении выплат вы можете сразу же свои выплаты ложить на карту любого ирландского банка. Вам не нужно, главное, идти искать отделение банка, идти там разбираться с этим терминалом. Там прям прекрасная тетя, да, которая сидит, обслуживает вас в отделении Анпост, она все сделает. И это все без комиссии, все, как говорится, делается на ура. Напишите ваш опыт, делаете ли вы так. Кстати, напишите, у кого есть карта самого, да, анпост вот этого банка, да, ихнего сервиса, как оно все работает, потому что я вижу, да, там у них и приложение отличное, там и расходы, прям такой у них мобильный банк неплохой. Мне человек показал, прям приложение такое, ну, неплохое, наворочено, там и переводы, и то, и все. То есть напишите, как вообще вам вот это, да, вот эти карточки, а вот анпост, хорошие они, либо там что-то с ними не так. На этом все. Надеюсь, что это была полезная информация, потому что многие этого не знали, в том числе и я. Но просто я да так не сталкиваюсь с этим, и мне человек рассказал, что как он вышел из этой ситуации, да, и вот я решил вам передать эту информацию. Я стараюсь записывать полезные какие-то нужные ролики, да, может они для кого-то кажутся банальными, но поверьте, столько людей, которые не знают той или иной вещи, да, того или иного сервиса, их столько и огромное количество. Не все умеют пользоваться интернетом, не у всех есть время разбираться и так далее. Я стараюсь рассказывать про обычные вещи обычного человека, да. Я не рассказываю здесь про что-то нереальное, да, там про какие-то там бухгалтерские учеты и так далее, потому что я сам про это ничего не знаю. Я рассказываю про то, что я лично, как говорится, прошел, увидел и победил. Как-то так. Если вам было полезно это видео, поставьте, пожалуйста, лайк, поделитесь этим видео со своими знакомыми, кто не знал, что так можно делать, чтобы он тоже знал и был в курсе событий. Ну что, всем пока, всегда на связи.